13 телезрителей против знатоков. Николай Шеляпин, Санкт-Петербург. Людмила Сахат-Валиева, Ашхабад, Туркмения. Мария Гасова, Самара. Валерий Коромыслов, Калининград. Анатолий Вейсман, Ростов-на-Дону. Анатолий Беш, Мариуполь. Юлия Нурмухамедова, Балканабад, Туркмения. Елена Фролова, город Клинцы, Брянской области. Наталья Карасева, город Шатура, Московской области. Павел Попов, город Вельск, Архангельской области. Ольга Федорова, поселок Вырица, Ленинградской области. Елена Плотникова, поселок Шмелева, Кировской области. 13-й сектор. Начинаем игру. Господа, в этом году 35 телезрителей зарабатывали своим умом в нашем клубе. Чаще других, по 3 раза это удавалось жителям Пензенской области, Московской области и города Санкт-Петербург. По 2 раза отличились жители Оренбургской области и Алтайского края. Это наши лидеры. Но уже многие годы, 5 лет, команде телезрителей не удается выиграть именно в финальной игре. Отборочные игры телезрители выигрывают, а финал не удается. Хитрые. Господин Бялка, вы здесь? Да, я здесь. Здесь. Как вы думаете, почему телезрителям не удается обыгрывать вас в финалах? Я думаю, что это какой-то, в общем, подъем невероятный в финале. Вроде как на чемпионате мира. Ответственность большая. По футболу я имею в виду. А вы можете мне посоветовать, что нужно сделать, чтобы телезрители наконец все-таки выиграли? Подсуживать, конечно, телезрителям. Вы мне поможете? Это не к нам, это вот к господину Борчевскому. Возможно, я надеюсь, господин Борчевский, что сегодня телезрителям удастся наконец победить. Блажен, кто верует. Сегодня суббота, 8 июня, и мы начинаем прямую трансляцию финальной игры летней серии «Что, где, когда» 2002 года. Против телезрителей сегодня играет лучшая команда элитарного клуба этой серии Дмитрий Коноваленко, Москва. Михаил Мун, Санкт-Петербург. Вот он, Михаил Левандовский, Москва. Елена Кисленкова, Санкт-Петербург. Вадим Карлинский, Москва. И капитан команды Олесь Мухин, Минск. Финал летних игр «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Господин Мухин, Да, господин ведущий. в вашей заочной борьбе с командой обладателей «Хрустальных сов» пока преимущество на вашей стороне. Совисты играли в финале весенних игр, а ваша команда выигрывала и зимнюю серию, и теперь вы играете в финале летних. Вот такой вы молодец. Жизнь такая тяжелая, господин ведущий. Но, надеюсь, в финале Вырица. Против вас играет Ольга Федорова, поселок Вырица, Ленинградской области. Уважаемые телезрители, именно вы определяете, какую сумму заработает тот или иной телезритель в сегодняшней игре. В каждом раунде, после того, как вы услышите вопрос, голосуйте. Если вы решите, что за этот вопрос
надо заплатить телезрителю. Звоните 995-8108. А если вам жалко денег Бинбанка, 995-8109. Внимание, черный ящик. Она, на месте пребывая, влечет за 3-9 земель. Без крыльев, в небо увлекая, настигнет в нем любую цель. Летит быстрее урагана, в потоке дум вперед, вперед, и нет такого океана, чтоб задержал ее полет. Чтоб совершить переселение, что нужно ей? Одно мгновение. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Телеграмма. Телеграмма. Фотоаппарат. Душа. Одно мгновение. Душа, мысль, но все это не может быть. Понятия в ящике быть не могут, потому что фантазия. Это что-то конкретное. Влечет без крыльев, небо, А может быть какой-то У нас все время вода, и река, и океан. Может быть какой-то предмет с названием абстракты, предмет с названием фантазии, или предмет с названием Фотоаппарат, поэтому, понимаешь, он моментально образ на пленке А запечатлевает. расстояние как-то вот Вот, расстояние. на любом расстоянии фотоаппарат. Не очень, фотоаппарат мне не нравится. Натяжка, я согласен. Еще давайте. Почему на месте пребывая? Она на месте пребывая, за 3 дня в небо улетая. Проектор, Причем она. фонарик. Она причем. Она это кто? Она... Хорошо бы свет, но он мужского рода, как бы, Передача чтобы информации. информация. А чего еще? Информация. А что еще? Она. Стихи про нее не будут писать. Тем более стихи непонятно, Не какого мечтай, не мысль, вы не можете туда попасть. Мечта, мысль, душа, все это отпадает. Послушайте, а может предмет с названием мечта? Конечно, то есть и по шоколадке вдохновения. Ну да. Слышишь, а поэзия какая-нибудь? Что отвечаем? А может действительно поэзия, книжка стихов? Прошу, кто отвечает? Господин Мухин, кто у вас отвечает? На этот вопрос ответит Вадим Карлинский. Вадим Карлинский. Прошу вас. Ну, вот такая немножко странная версия, что там может лежать книга стихов, а речь идет о поэзии. Внимание, правильный ответ. Она, на месте пребывая, влечет за 3-9 земель. Без крыльев, в небо увлекая, настигнет в нем любую цель. Чтоб совершить переселение, что нужно ей? Одно мгновение. Это загадка Иоганна Фридриха Шиллера. Откроем черный ящик. В черном ящике подзорная труба. 1-0 в пользу телезрителей. Внимание, голосование закончилось. 9240 рублей выиграла Ольга Федорова из поселка Вырица Ленинградской области. Продолжаем игру. Второй раунд. Уважаемые телезрители, как вы знаете, знатоки денег за игру у нас не получают. Их цель – большая хрустальная сова. Ведь обладатель этого приза перейдет как бы в другую касту знатоков. И у нас с вами сегодня есть уникальная возможность проследить, как складывается судьба того или иного игрока. Пока все равны. Я не про этих знатоков говорю. Но кто проявит себя сегодня? Может быть, господин Мун, может быть, господин Коноваленко. Можете ставить на красное, можете на черное, а будет 13-й сектор. Интернет против знатоков. В этом секторе будет играть один из тех вопросов, которые поступили к нам по интернету за время прямой трансляции. Господин Мухин, Да, господин ведущий. скажите честно, вы побаиваетесь вопросов в 13-м секторе? Я к ним отношусь с трепетом, я бы так сказал. Трепещите. Сейчас компьютер выберет один вопрос. Итак, против вас играет Ирина Саттарова, домохозяйка из Кемерово. А сейчас мы узнаем, что за вопрос прислала Ирина Саттарова. Я этого не знаю. Внимание, вопрос. На могиле известного поэта Нансенса его поклонницы пытались покончить с собой. Какая отличительная черта была у всех оставшихся в живых? Вы что-нибудь поняли, господин Мухин? Не совсем. Значит, наверное, 17.
Как они собирались покончить с собой? Шрам каким-то где на каком-то месте. бредит бритвой, кто это? Нет, это не оно. не Это так, да. какая-то строчка из его стихов. Вены пилить могли. Да. То есть, понятно, их Тогда откачали, шрамы. да. Как есть, что повеситься некрасиво, да? Это поверь. Слушайте, а может быть это черта их и спасла? То есть они как-то пытались покончить с собой и... Нет, это вряд ли. Сердце скорее все-таки Смещенное Передумать они не могли. Ну да. Смещенное В сердце попасть. ну... Черта была у всех уставших. А, стоп, а сердце смещенное может быть, они кинжалом могли пытаться зарезать. Ну, это еще... Это не так часто, на самом деле. Смещенное сердце, они скорее не туда вкладывают. Какой способ зависит? Например, если она левша, то правшой ты должен точно у себя убить, а левой рукой не получается. А, кстати. Вот тогда какой способ правшой? Это мне нравится, да. Нет, какая Как разница? можно кончать с собой? Просто левши. Ой, мне нравится еще шрам все-таки на руках. Проще, это интернетный вопрос. Давайте шрамы. Давайте шрамы. Это интернетный вопрос. Я бы левша отвечал. Прошу, кто отвечает? Олег, выбирай. Так, на этот вопрос ответит Михаил Левандовский. Прошу, Михаил. Мы считаем, есть несколько версий столом, но мы считаем, что все выжившие левши – это какой-то способ самоубийства, для которого необходимо, чтобы рабочей рукой была правая. К сожалению, это нонсенс. За столом никто не вспомнил, и сказать, что это за способ, мы не смогли. Мы считаем, что все выжившие были левшами. Теперь, внимание, правильный ответ. Давайте посмотрим. Они травились уксусом, поэтому у них был хриплый голос. Что называется, поговорили. 2-0. 2-0 в пользу телезрителей. Господин Мухин, единственное, что могу сказать, что вы можете больше не трепетать, 13-го сектора больше не будет. Передохните. Идет финальная игра летней серии. Прошло 2 раунда, счет 2-0. Голосование закончилось. 2740. Но что меня удивляет, 2125 голосов за этот вопрос. Вот это я не понял. Продолжаем игру, 3-й раунд. Санкт-Петербург. Против вас играет преподаватель Николай Шеляпин. Санкт-Петербург. Господин Мун, в 17 веке в Англии некоторые аристократы стали покупать, внимание, павлиньи перья. Покупали их для того, чтобы быть гуманными, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы все-таки чтить традиции. Внимание, вопрос. В каких случаях пользовались павлиньими перьями в аристократических семьях? Вы поняли вопрос? Минута. Оказывается. Пороть, конечно. Ничего не стали отвечать. Традиция пороть, а гуманно пороть перья. Аристократы. Хорошо. Еще версия. Ты это знаешь или нет? Я тоже не Послушай, дуэль на павлиньих перьях. Это ты В 17 веке дуэли были еще вовсю. Традиция это хорошая, но вообще... Какая это? Да что? Ребята, тогда еще вовсю стрелялись. Да, на шпагах. После на шпагах вовсю Хорошо, еще. что еще 17 веке. Чай, лужайки, игры, охота на лис какая-нибудь. Охота на лис. Нет, охота, может быть, охота. Не может быть охота на лис, они забивали ее... Ну, как ее А добавить? может лошадь стекать там? Не, а лошадь она не почувствует. Лошадь стягают именно в практических целях. Кстати, а ну Да, она вообще не чувствуется. смешно. Щекотать что-нибудь. Что можно сделать первым? Украсить что-то. Что еще? Какой-то траур, траурная шляпа. То есть есть какая-то негуманная Чтобы не традиция. убиваться, только Какая? перья, В Англии может быть негуманная да? традиция. Экология еще Все-таки попороть, да? Ну, пороть, да. Самое реальное. В 17 веке там Кромвель какой. Господин Мухин, мне очень интересно, кому вы отдадите этот ответ. Этот ответ я отдам Михаилу Муну. Прошу вас, Михаил. Нам кажется, что негуманной традицией было пороть своих слуг. Соответственно, от традиции отступать не хотелось, но чтобы проявить гуманизм, их пороли павлиньими перьями. Возьмите павлиньи перья. Соберите. Возьмите все вместе
И покажите на ком-нибудь, как это. Больно же. Нет, совершенно не больно. Господин Коноваленко, Нет, не больно. вам не больно? Совершенно. Но очень... И англичанам тоже было не больно. Вы выиграли. 2-1 счет становится. Пока в пользу телезрителей. Внимание, уважаемая публика. Судьба главного приза летней серии «Что, где, когда» определится сегодня. Если победу одержит команда Олеся Мухина, то лучший игрок этой команды получит большую хрустальную сову. Если же сегодня победят телезрители, то лучшему игроку этой команды будет вручена большая хрустальная сова. Продолжаем игру. 4-й раунд. Господин Коноваленко, Да, я вас слушаю. скажите, я хочу с вами посоветоваться. Вы знаете, вот если сегодня ваша команда выиграет, но никто особо выделяться не будет, то мне придется предлагать кандидатуру, так сказать, за прошлые заслуги. Как вы думаете, кого мне выдвигать, вас или господина Муна? Нет, ну с Мишей мы давно не меряемся, мы считаем... Вы уже померились. Шмелева. Господин Мухин, Да, господин ведущий. вы любите продолжительные обеды? Очень. Ну и риторический вопрос. Вы, наверное, хотели бы жить долго. Да, безусловно. Английский писатель Роберт Стивенсон любил продолжительные обеды и тоже хотел жить долго. Он считал, что между хорошим обедом и длинной жизнью много общего. Но есть и одно отличие. Внимание, вопрос. В чем оно заключается? В чем разница, тишина между хорошим обедом и длинной жизнью? Хороший обед все-таки хочется, чтобы закончился жизнь, нет? Может быть, самое сладкое в хорошем Самое сладкое в конце? Отлично. Красиво. Кстати, умер молодым Стивенсон, 44 года. Давайте думать еще. Послушайте, а может быть общее то, что они как бы оба заканчиваются рано или поздно? Есть еще один вариант. Может быть, от хорошего обеда в конце устаешь, от жизни нет, но многие устают от жизни. Да и от обеда не устаешь. Ну, Как правило, да, все-таки обед заканчивается. Самое сладкое. ну давай, это рабочий. Хорошо, подожди. Если прелесть обедов как раз в том, что он кончается, Это вряд ли. что-нибудь типа... А может быть, Послевкусие какое-нибудь после обеда. когда кончится обед, ты сам решаешь? А от обеда ты наедаешься, от жизни ты не наедаешься. Что происходит в самом конце хорошего обеда, в принципе? Еще. Фрукты, сыр, фрукты. Ну послушай, я это понял. Еще добавить что-нибудь. В общем, больше ничего. Насыщение. Ну, давай, это самое верное. Хорошо, в конце хороший обед. В конце жизни. В конце жизни После обеда можно выкурить трубку. Прошу, кто отвечает? Миша, свое отвечаешь. Ответит Михаил Левандовский. Михаил Левандовский. Да. Прошу вас, Михаил. Мы А считаем, вы посмотрите на нас сюда. Вот тут. Ага. мы считаем, что в хорошем обеде самое сладкое в конце. А в жизни? А в жизни далеко не всегда, к сожалению. Не всем С удается. жизнью. Поясните, пожалуйста. Дело все в То том, есть что... разница в том, что... Разница в том, что в хорошем обеде конец – это самое сладкое. А в жизни, к сожалению, далеко не всегда удается жизнь прожить так, чтобы конец жизни, старость была самым сладким временем этой жизни. В начале. Внимание, правильный ответ. Тишина. Ну, как бы да. А сколько, вы говорите, прожил Стивенсон? 44 года. С какого по какой год? Ну, к сожалению, не скажу. Точно не скажу. С 1850 по 1894. Он утверждал, между хорошим обедом и длинной жизнью разница только в том, что за обедом сладкое подают в конце. А жизнь, с точки зрения Стивенсона, со сладкого начинается. Госпожа Борщевская, вы не будете возражать, если я засчитаю этот вопрос знатокам?
Не буду, господин ведущий. 2-2. Вы, может быть, не совсем точно по словам сказали, но мне показалось, что по сути абсолютно правильно. Господин Мухин, мне кажется, у нас с вами есть сегодня прекрасные шансы нарушить какую-нибудь традицию, потому что в нашем зале присутствует хранитель традиций нашего клуба Михаил Борчевский, полномочный представитель правительства Российской Федерации в Конституционном суде. Здравствуйте, господин Борчевский. Очень рад вас видеть. Видите, как я волнуюсь от того, что вы нас наконец посетили. Господин Борчевский, мы тут без вас ничего не нарушали, но, может быть, с вами что-нибудь получится. Попробуйте. Попробуем. Пятый раунд. Уважаемые знатоки, напоминаю, что по нашим правилам один раз за игру вы можете взять помощь магистров. Ашхабад. Против вас играет экономист Людмила Сахатвалиева, город Ашхабад, Туркмения. Господин Левандовский. Да, слушаю вас. Скажите, вас в детстве обижали старшие мальчишки? Бывало такое? Бывало иногда. А знаете почему? Да нет, к сожалению. Все дело в имени, Михаил. Вопрос снят самой телезрительницей. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, познакомьтесь. Это Аллаберды, Богом данный. Это Пельван, богатырь. Это Бяшим, пятый сын. Это Италмас, собака не тронет. Это Мухаммед, имя святого пророка. Это Сердар, вождь. Внимание, вопрос. Кого из этих ребят опасаются обижать старшие мальчишки? Вот такой вопрос. Богатырь пятый. Пятого, потому что у него 4 старших брата. Хорошо. Так, давайте подумаем. Собака, пророк. Может быть, пророк, чтобы кощун. Чтобы кощун-то не совершать. Слушайте, а если Мухаммед, да? Ну да, ну... Ребята, дети на это не трудно смотреть. Но, с другой стороны, вождь у него еще больше, чем 4 брата. Может, не обязательно. Нет, Мишка прав. Нет, Мишка, давайте подумаем. Кто первый был? Тогда данный бог. Слушайте, а может быть собака не тронет, что даже собака не Собака не тронет. Каст неприкасаемых, что ли? Не, ну это почетно, это должно быть почетно. Плохой вы имя не дали. Собака не А как это звучало? Знаете, почему у тебя братья есть? По-туркменски. Ну, нет. Он тоже это знает. То есть это, может, ладно. Нет, там речь об имени шла. Речь об этом, конечно. Так, что есть мое имя? Михаил кто как Бог. Было что-то. Ну, вряд ли. Да, это вряд ли, конечно. пророку могут. Ну, вот да, ну не похоже. Ну, пятый это красиво, по крайней мере. Пророк это светское государство. Да, конечно. Прошу, кто отвечает? На этот вопрос ответит Михаил Мун. Прошу вас, Михаил. По нашему мнению, старшие мальчишки не обижают мальчика, названного третьим. Я не помню, как его то имя. Оно переводилось как пятый. Потому что вряд ли стоит связываться с мальчиком, у которого 4 старших брата. Как минимум 4 старших брата. Внимание, правильный ответ. Остальные близнецы. Господин Мун, Мухаммед. Святое имя пророка. Но и его обижают. А вот Бяшима, пятого сына, не обижают. Потому что можно получить сдачи от 4 старших братьев. 3-2 в вашу пользу. Финал летних игр. Счет 3-2 в пользу знатоков. 6-й раунд. Самара. Против вас играет Мария Гасова, город Самара. Мадонна канцлера Ралена. Перед вами картина Яна Ванейка «Мадонна канцлера Ралена». Лично мне очень приятно, что ученицы 9 класса интересуются живописью голландцев. Вот она, наконец-то. Посмотрите.
внимательно на картину. Не надо ничего передавать. Телезрителям же тоже надо понять. У вас минута еще будет. Слева изображен сам канцлер. По эту же сторону реки город, в котором он жил. Внимание, вопрос. Что расположено по ту сторону реки? Куда ведет этот мост? Монастырь. В каком городе Вифлеема он не может вести? В каком городе мог жить этот канцлер? Да, Ванна и Голландия, судя по каналу, ну какой угодно. Так, он, значит, он с одной стороны, Ребята, там тут его на город. Колизей что-то похоже. Ребята, вообще все Язычество. это очень похоже на канонический сюжет, да? С этим самым младенцем Христом. Да. Ну вот, может быть, рай, может быть, Слушай, тут Хорошо, мирское и духовное. да, если духовно, это может быть Вифлеем, может быть Иерусалим, может быть рай. Может быть Иерусалим. Лена, куда ведет? Это может быть рай. Что по ту сторону? Что по ту сторону? Да. Может быть рай, это какой-нибудь там Ефрат, райский сад. Смотрите, но та сторона на той стороне, где Мадонна. Да. А Мадонна где может быть? Мирское У Ванны духовное. мог быть такой потусторонний сюжет? Ребят, ну в Эдеме городов не Все это бывает. символизм какой-то, на Да, самом но деле. если символизм, может быть рай какой-то. В Эдеме нет зданий. Прошлое, настоящее. Кто его знает? Европа и... Будущее. Нет, ну рай, Вифлеем, все-таки Мадонна с младенцем. Прошу, кто отвечает? Господин Мухин. Тишина, прошу, полная. Тишина полная, я прошу. Значит, Отвечает? я отвечу. Прошу вас, господин Мухин. Мы предполагаем, что мост ведет к месту, которое мы знаем как город Рим. То есть здесь, я вам просто поясню, господин Мухин, вот канцлер Ролен жил в Брюгге, а этот мост в Рим. Абсолютно верно. Внимание, правильный ответ. Да, операторы от этого человека не отстанут. На картине напротив канцлера Ролена Богоматерь и младенец Христос. Христос показывает Ролену на мост. Он предлагает канцлеру перейти этот мост и оказаться по ту сторону реки. А оказаться по ту сторону реки, там, по замыслу Ван Эйка, находится потусторонний мир. Река – древний символ границы между мирами, и Ролен должен перейти из земного града в град Божий. По ту сторону реки – потусторонний мир. Вот такой вопрос задала Мария Гасова и выиграла 3-3. Господин Мухин, объясните мне, пожалуйста, а чем вам не нравилась версия господина Левандовского? Ну хорошо, не потусторонний мир. Он говорил рай. Дело в том, что на рай не похоже то, что здесь нарисовано, поэтому... А вы видели его? Господин Мухин! Я про него много слышал. Да, а кто вам про него рассказывал? Мне очень интересно. Да, господин Левандовский, не слушают вас пока. А сейчас голосование закончилось. 18 310 рублей. Мне тоже кажется, что это очень хороший вопрос, и вы получили соответствующую сумму. Счет 3-3, и мы начинаем 7-й раунд. Господин Левандовский. Да, слушаю вас. Скажите, а чего вам не хватает, чтобы вот вас слушали в этой команде? Почему вас не слушают? Ну, вы знаете, это в данном случае, я думаю, был вопрос к вопросу. Все версии были достаточно логичными. Я думаю, что... Господин Левандовский, но если бы вы сами, вот давайте будем честными, если бы вы сами от рая дошли до потустороннего мира, то никто бы вам не возражал. Наверное... Мариуполь. Против вас играет Анатолий Беш. Вопрос не от нашим корреспондентам. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, всем вам хорошо известно, насколько агрессивны иногда бывают футбольные болельщики. И сколько неприятностей они могут доставить органам правопорядка. Но, говорят, в Эфиопии кое-что придумали. А теперь, внимание, вопрос.
Какое наказание придумали эфиопские полицейские? Наказание, которое настигает нарушителя прямо во время матча. Наказание, которое применяется только к самым злостным нарушителям. Наказание, которого эфиопские фанаты стали по-настоящему бояться. Понятен вам вопрос? Чего так боятся фанаты? Пересадиться в чужой сектор. Фанатов в чужой фанатский сектор пересадить. Может быть, отнимают атрибутику, потому что атрибутика это как бы знак Они почета. случайно показали. Так, динамовцы и торпедовцы сидят А рядом. на ровно посередине уже не месте. И пересадить сектор, болельщиков. Давайте подумаем еще. Значит, просто удалить с матча. Удалить с матча. Господа, тетя, может быть жара, может быть Как там они могут его каким-то образом перекрасить белый цвет. принизить с помощью атрибутики? Как можно? Надеть на Заставить Может быть, одеть чужую? Да, вот. может быть. Красиво. То, что было только... Хорошо, а пересадить нужно до нее дойти, взять за руку, увести. Сможем это сделать? Это только к самым ресиверам. Ну это очень Давайте. Помощь брать не будем? Прошу, кто отвечает? Ответит Дмитрий Коноваленко. Прошу вас, Дмитрий. Нам кажется, что эфиопские полицейские в качестве наказания за плохое поведение на стадионе пересаживают болельщика в сектор, где сидят болельщики чужой команды, и там ему приходится очень несладко. Не случайно же мы видели сидящих рядом болельщиков противоборствующих российских команд. Внимание, правильный ответ. В Эфиопии все значительно спокойнее. Свои никому ничего не дают. Самых злостных нарушителей эфиопские полицейские стали насильно сажать в сектор с фанатами команды соперника. Вот этого наказания стали бояться по-настоящему. Вы выиграли 4-3. Продолжаем игру. 8-й раунд. Калининград. Против вас играет Валерий Коромыслов, город Калининград. Как вы относитесь к японской поэзии? Вы знаете, мне всегда везло в этом Да? клубе на японскую поэзию, да. А вы знаете, Валерий Коромыслов из Калининграда, вот тот самый, который с щукой, с огромной, считает, что вы уже досконально изучили японскую поэзию и призывает вас проникнуться философией поэзии турецкой. Внимание, вопрос. Закончите стихотворение турецкого поэта Фазыл Хюнсю Даглараджи в переводе Фазиля Искандера «Коронованная печаль». Печаль или печаль? Печаль. Первая строка, вторая, третья. Голова петуха коронована. Голова вола коронована. У кого голова коронована, закончите. Тому эту голову отрубают. Тому смерть в печи уготована. Смерть в печи? Нет, должна, наверное. Там логика какая-то, вот, что убивают. Уготована, допустим, И быка, да, у вола. И вола, и быка как бы... Первый кто был? Петух. Значит, петух рано встает. Петуха могут зарезать. На вале Пашу. Тому смерть без головы уготована. Ну, что-нибудь такое. Тому голову потерять уготовано. Послушай, а что, у быка разве голову отрубают? Тому ее потерять уготовано. Алло, у вола голову отрубают разве? Не отрубают. Может быть, Нет, еще, давайте еще что-нибудь. что и с королями самими. На том Но ездим, королям пользуются. это тоже отрубают Тому голову. какая-то смерть уготована. Королевская смерть уготована. Отрубают им голову. Какая королевская у турок? С гильотиной что-нибудь. Может, магистров? Слушай, давай мы Магистр? или не стоит? Прошу, кто отвечает? Нет, не будем мы брать магистра. Кто отвечает? Тому смерть от ножа. Так, господин Коноваленко. Ответит Дмитрий Коноваленко. Прошу, Дмитрий. Тому смерть от ножа уготована. Внимание, правильный ответ.
Господин Коноваленко, я надеюсь, вы понимаете, что турецкая поэзия сложнее японской. Мне казалось проще. Ну ладно. Коронованная печаль. Голова петуха коронована. Голова вала коронована. У кого голова коронована, лишается головы. Это не только про петуха и вала, но и про нас с вами, господин Коноваленко. Они еще параллельно говорят, что, мол, не спешите себя короновать. 4-4, вы проиграли. А сейчас мы узнаем, сколько выиграл Валерий Коромыслов из Калининграда. 8420 рублей. Счет 4-4. Финал летних игр. Мы начинаем 9-й раунд. Уважаемые телезрители, давайте посмотрим, кто-то из этих 6 человек, если эта команда выиграет сегодня, получит 6 человек, а не писем, господин оператор. Получит хрустальную сову. Господин Карлинский может получить. Может получить госпожа Кисленкова, которая, на мой взгляд, сказала первый про футбол, но почему-то ей не дали отвечать. Господин Левандовский, может быть господин Мун, который намного точнее сформулировал турецкий вопрос. Но почему-то господин Мухин дал ответ господину Коноваленко. Что-то у вас там нечисто в вашей парочке. Играет Анатолий Вейсман, Ростов-на-Дону. Внимание! Ядро в мундире. Во время гражданской войны в США между Севером и Югом в некоторых подразделениях северян некоторым солдатам подобное ядро вшивали в мундир со стороны спины. Господин Коноваленко, внимание, вопрос. Что объединяло этих солдат? За что с ними так поступали? Досрочный ответ. У нас досрочный ответ. Кто отвечает? Я отвечу. Ответит? Прошу, Дмитрий, прошу вас. Эти солдаты храпели. А они не могли спать на спине, а именно когда человек спит на спине, тогда он и храпит. Когда у него это ядро, он не может спать на спине. Абсолютно правильный ответ. Господин Коноваленко, скажите, откуда вы так много знаете? Я должен признаться, что я сам храплю. Мне даже говорили, что вы изучили 87 тысяч вопросов. Это гнусная клевета, у меня нет на это времени. Ну, вы не скромничайте. Судя по вам, 86 тысяч изучили точно. Счет 5-4 в пользу знатоков. И мы начинаем 10-й раунд. Балканабад. Госпожа, против вас играет Юлия Нурмухамедова. Город Балканабад, Туркмения. Госпожа Кисленкова. Так, господин ведущий. Скажите, вы часто даете автографы? Иногда. А покажите, как вы расписываетесь? Можете мне, я давний ваш поклонник. Спасибо. И передайте мне через распорядителя, мне сейчас принесут. Благодарю вас, госпожа Кисленкова. Вам спасибо. Я это сохраню. Вы бы хоть что-нибудь написали, пожелание какое-то. Госпожа Кисленкова, Владимир Набоков на авторских экземплярах своих произведений обычно рисовал бабочек разных видов. Это вы знаете. Он поставил этот своеобразный автограф на всех произведениях, кроме одного. Внимание, вопрос. Что Набоков изобразил на авторском экземпляре Машеньки?
Сачок для ловли бабочек. Мертвая голова, это тоже бабочка, да? Тоже Тоже бабочка. бабочка, подождите. Машенька, это про... Чем она отличается от всех остальных, давайте думать. Она же Потерянной другая, России, очень как сильно, бы, да. Сюда смотрите. аллегория с ней такая, играет. потерянной России. Ну, глава орла? Может быть, все-таки подпись поставил? Это не в его стиле. Мог. В отличие от... Сирин. Послушай, Это его первый роман иностранный. думаю, еще. Птица Сирен. Почему? Потому что А у него ее каноническое изображение А у есть? меня есть действительно Есть. изображение? Он мог бы нарисовать? Ну да. Не знаю, может, все-таки возьмем помощь? Фамилию, Спокойно, что ты Я бы делаешь? отвечал это. Давайте еще думать. Значит, у нас еще минута. Автограф. Хорошо. Чем он еще занимался? Шахматы. Еще про это Шахматную задачу. Это первая его эмигрантская биография. Она про то, как эмигрант потерял жену во время этой всей пертурбации. Потом, ну как бы... Берем минуту? Давайте отвечать. Если не точно, то пригодится минута. Мы не возьмем минуту. Помощь не будем брать? Вопрос в чем, Лен? Что на машинке изобразил? Прошу, кто отвечает? Для того, чтобы окончательно вас запутать, ответит Михаил Мун в этот раз. Прошу вас, господин Мон. Мне кажется, ты рано, Олесь, расслабился. Значит, мы считаем, если я не ошибаюсь, «Машенька» — это первый эмигрантский роман Набокова. Набоков эмиграции, в раннем периоде эмиграции, писал под псевдонимом Сирин. Мне кажется, что на экземпляре «Машеньки» он изобразил птицу Сирин. Господин Мухин, Да, господин ведущий. скажите, а как вам кажется, это правильный ответ? Вы знаете, я в нем уверен был настолько, что даже не брал, как вы сами видите, ни вторую минуту, ни помощь магистра. Мне кажется, это правильный ответ. Я бы с удовольствием на эту парочку магистров смотрел бы часами. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Мун, Набокову не понравилась Машенька. Он называл ее довольно неудачной повестью, хотя мы знаем, что это роман. Поэтому писатель вместо бабочки на авторском экземпляре Машеньки нарисовал личинку, куколку, яйцо. Как символ несовершенства этого произведения. Еще один вопрос, который мне нравится. Выиграл 5-5. Это Юлия Нурмухамедова. Счет 5-5. И сейчас мы узнаем, сколько выиграла Юлия Нурмухамедова из Балкановада. 16 100 рублей. Господин Коноваленко. Господин Коноваленко, вы разрешите мне объявить последний раунд? А почему, собственно, вы меня об этом спрашиваете? Я хочу быть уверенным, что вы морально готовы. А почему именно я? Я думаю, что вся команда должна быть морально готова. А вы готовы морально? Да. 11-й раунд. Пять лет не выигрывали телезрители, и сейчас один вопрос все решит. Против вас играет Елена Фролова, город Клинцы Брянской области. Господин Мун, я знаю, что вы любите загадки. И особенно по душе вам загадки старинного друга нашего клуба Леонардо да Винчи. Ваша любимая загадка Леонардо. Я прошу полной тишины в зале, следить за подсказками. У вас есть еще минута, помощь магистров и всего один вопрос. Некоторые люди, господин Мун, обращаются к другим, но те ничего не слышат, хотя у них есть уши. Светят им, но те ничего не видят, хотя глаза их открыты. Просят милости, но никогда не узнают ответа. Внимание, вопрос. О каких людях говорил наш друг Леонардо? Кто такие другие? И кто такие другие? О каких людях и кто такие другие?
К богатым, Мне кажется, к что, богатым ребята, обращаются. вторые это потомки, может быть. Вторые потомки, то есть писатели, которые молодые, обращаются к старые, потомкам без старики. ответа. Или художники. Площадь милости. Я никогда не узнаю. Почему ответа? Живые к мертвым. Живые к мертвым. Живые к мертвым, а мертвые будьте милосердны. Уши есть. Есть глаза. Нет, ну нет глаз у мертвых все-таки. А вот к потомкам. Хотя их глаза открыты, ничего не видят. А может художники все-таки Леонардо, да? Правители. Ребята, почему здесь друг Леонардо постоянно? Друг. Почему Не, друг не все время при постоянно? чем. Ни при чем. Мужчина, женщина. Но те ничего не слышат. Светят, люди светят, но другие ничего не видят. Люди светят. Люди звезды светят. Гордые собой, не знаю. Ребята, Удачник не а не может быть неудачник. святым? Молитва. Молятся. Ты веришь, что он так относится? Милости, но не Тогда наоборот, иконы светят людям, а не люди светят иконам. Давайте вначале помощь, потом вторую минуту. Послушаем, что ребята скажут. Кто отвечает? Значит, одну минуточку. Мы бы хотели воспользоваться нашими правами. Значит, мы вначале хотим послушать версию, которая родилась у магистров наших уважаемых, а затем, если потребуется, взять дополнительную минуту. Я вам об этом сообщу дополнительно попозже. 20 секунд на помощь магистру. Святые. Это икона. Они ставят свечи, они им светят. Светят, да. Вот я Так кто к кому обращается? Значит, верующие обращаются к иконам, которые... Да. Соответственно, иконы ничего не слышат. Глаза открыты у икон, они не видят. Просят милости, но нет ответа. Кликом святых, да? Красиво. Хорошо. Еще что-нибудь у вас есть? Ну, ученые, не ученые, надо... Прошу, 20 секунд закончено. Давайте теперь подумаем. Нет, теперь спокойно. Так, да, мы возьмем минуту. Если можно, повторите, пожалуйста, загадочку целиком. Может, мы еще пропустили. Да нет, хватит вам. Ну почему? Вторая и последняя минута. Может, на картах гадать, там тоже люди изображены. Так. Как он относился к религии? Давайте Было тогда вообще карты Таро? Были Наверняка. Таро не было. Легко, по-моему, он относился к религии. Как? Легко, по-моему. Спокойно, я бы сказал. Никуда не узнают ответа. Так, давайте все-таки выбирать между А потомками. почему люди светят? Давайте. Потомки ерунда. Так, значит, давай еще раз. Учителя почему? Верующие обращаются, верующие им светят. И Если к кому-то обращаешься, но не знаешь. Значит, ну, Дети. Но никогда не услышит это не иконы, а ответа. святые все-таки. Не знаю. Да, То есть, да. Католиков, например, нет икон, у них Другое, есть. но это уже есть. Давайте еще что-нибудь. Нет, карты вряд ли за милости просят, да? У правителей просят милости, у судей, Множественное число, Миша. Трое святая. у родителей. Некоторые обращаются к другим. Богатых. Богатый к бедным. Кто на волне, давайте кто на гребне. Богатый бедный не думал. Кто одних, кто других. Первые верующие, вторые святые. Господин Мухин, я прошу ваш ответ. Значит, Только огромная просьба, я сразу предупреждаю. У вас было 2,5 минуты. Очень точный ответ. Чтобы вы потом не говорили, что мы это и имели в виду. значит, те люди, которые обращаются и светят, соответственно, это верующие люди. Так, тишина. Подсказку вы хотите проиграть на подсказке? Нет, я отвечаю. Так. Верующие, молящиеся люди. Значит, обращаются они, соответственно, к святым. Ну, в данном случае светят, например, это ставят им свечи, обращаются в своих молитвах. То есть вторая категория людей – это святые. Изображенные, соответственно, там на иконах и так далее. Ну, я думаю, это и так понятно. Вот со святыми на иконах-то понятно. А люди кто? Сформулируйте точно, что это за люди. Значит, это молящиеся люди. Люди молятся во время молитв. Первый раз вы сказали верующие люди. Молящиеся. Сейчас молящиеся. Тишина полная. Вы выбираете верующие или молящиеся. И от этого все зависит. Я считаю, что это молящиеся люди. Внимание, правильный ответ. По-моему, это одно и то же. Нет, господин Мухин. Тишина. Тишина. Мы когда молимся, ставим свечи. Да, но вы верующий человек, но в данный момент не молитесь. Например, если вы верующий. Леонардо говорил, вы правильно сказали, о поклонении иконам.
и другие, действительно, это святые, изображенные на иконах. А люди – это господин Мухин, молящиеся перед иконами. Вы выиграли 6-5. Счет становится 6-5 в пользу знатоков. Команда Олеси Мухина второй раз обыгрывает телезрителей и становится лучшей командой летней серии игр «Что, где, когда» 2002 года. Вот имена победителей. Вадим Карлинский, Елена Кисленкова, Михаил Левандовский, Михаил Мун, Дмитрий Коноваленко и капитан команды, молящийся все-таки, Олесь Мухин. Итак, господа, скоро будет определение лучшего игрока и, соответственно, награждение. А финальная игра окончена. Спасибо за игру. Итак, внимание. Сейчас будет определен лучший игрок летних игр «Что, где, когда». Напоминаю регламент. Ведущий предлагает свою кандидатуру. Если эту кандидатуру поддержит оба магистра, предложение считается принятым. Господа, честно вам скажу, что мне трудно выбрать лучшего игрока сегодня. Но мне кажется, если вы обратили внимание, есть в этой команде один такой очень благостный знаток. Я все никак не мог понять, почему он все время такой благостный. И планомерно 2 игры выводил его из себя. Он выдержал. Стал не таким благостным. И тем не менее я предлагаю Дмитрия Коноваленко. Прошу, господин Кадашов. Вы знаете, Михаил Мун очень давно уже заслужил сову. И я думаю, что рано или поздно он ее получит. Но поскольку мы... Секундочку. Но поскольку мы все-таки говорим об этой серии, в этой серии был лучшим Дмитрий Коноваленко. Господин Друзь, ваша точка зрения. Господин ведущий, моя точка зрения очень редко совпадает с вашей. Но в этот раз... Это действительно. Да, но в этот раз она совпала. Дмитрий Коноваленко. Внимание! Лучшим игроком летней серии «Что, где, когда» признан Дмитрий Коноваленко. Дмитрий, я поздравляю вас. Награда ждет вас. листва в ночи зашелестела, душа рванулась птицей из оков, и вслед тебе по миру полетела, в полет, где ни жива и ни мертва, когда ни в чем признаться нету мочи, когда напрасно
страстные взгляды и слова, когда бессильны строчки. Ангел-хранитель, постой за плечами, в час, когда в небе темно от печали, в час, когда скрипки давно отзвучали, милых с немилыми в снах обвенчали, в час, когда больше нет сил жить ночами. Ангел-хранитель, постой за плечами, ангел-хранитель.